Всем большой привет! Спасибо, что вы со мной. Меня зовут Настя, и мы будем с вами преображаться вместе с Авророй из серии «Зачарованные сказки». Признаюсь вам честно, Аврора не самый мой любимый персонаж. Точнее, если бы можно было бы поставить всех принцесс с рейтингом, от самой красивой до самой нелюбимой, то, наверное, Аврора бы заняла бы последнее место. Потому что я смотрела мультик про Аврору, то есть он так и называется, «Спящая красавица», и как-то он мне совсем не понравился. Вот от слова «совсем». Там почти не появляется Аврора, но вот это, на мой взгляд, она только спит, и большую часть времени в основном герой — это принц Филипп, и он сражается с Малефисентой. Ну, это на мой взгляд, конечно, я никому не... Я никому не навязываю свою точку зрения. Если вы обожаете этого персонажа, то, конечно, я 100% вас в этом поддерживаю, но вот чисто про себя могу сказать, что Аврора не тот самый, не мой персонаж. Но данная кукла, вот именно вот эта, привлекала мое внимание тем, что личико, мне кажется, довольно похоже на лицо настоящей Авроры, из мультика я имею в виду, и поэтому я решила ее приобрести. Прежде чем мы откроем и посмотрим куколку, мы должны обсудить ее коробочку. Чем-то она напоминает книгу. То есть, с одной стороны, боковой у нас здесь вот такой корешок, где есть название Дисней, название, конечно, коллекции «Зачарованные сказки», а с другой стороны и сверху у нас такой вот блистер имитирует странички книги и замочек, на который книжка у нас запирается. Спереди у нас тоже прозрачный блистер, название коллекции «Зачарованные сказки», магическая палочка спящей красавицы. Есть небольшой арт героини, причем в золотом наряде, а также небольшое описание механизма. Взмахни волшебной палочкой, и платье изменится 3 раза. С задней стороны упаковки мы можем видеть 3 варианта, которые получатся с помощью нашей волшебной палочки, а также небольшое описание. Поиграй в крестную фею спящей красавицы, взмахни волшебной палочкой, юбка поменяет цвет со слепительно-золотого на мерцающий розовый и сверкающий голубой. Ее ожерелье загорается, чтобы соответствовать данному образу. Также в данной серии «Зачарованные сказки» была представлена у нас Бель и карета, и, конечно, замок, в котором должны жить девушки. А теперь давайте же раскроем данную куколку. Задник у нас представляет страницу из книги, облака на фоне заката, такого розового и оранжевых цветов, а также вдалеке у нас виднеется такой красивый и прям яркий блестящий замок. В комплекте вот с нашей куколкой была только волшебная палочка. Посмотрите, сколько у нее много ленточек. И здесь изображение Авроры, прям именно в золотом красивом костюмчике. Палочка спокойно мне входит в руку, встает. И надо найти, наконец-то, инструкцию, как вообще весь этот механизм заходит. И я нашла, где она располагается. Вы представляете? Оп! Она оказалась в платье куклы. Я посмотрела инструкцию, и пока давайте сначала рассмотрим куколку, а потом уже попробуем весь этот механизм. Надеюсь, он будет работать. Так что пока палочку нам отложим тоже в сторону. И сейчас Аврора перед вами. Посмотрите, какие у нее золотистые волосы. Передние прядки заплетены в такие вот кудряшки, а задняя часть у нас просто свисает, скажем так. Ну, распущенные волосы. Немножко жирноватенькие, но в целом не критично. И здесь нету никакого лака. Есть лак только на кудряшках, которые расположены спереди. Кстати, что у нее по прошивке? Ну, прошивка в целом нормальная. В целом. Но не самая идеальная. Ой, кстати, я забыла снять эту штучку. Вот. Которая держала наши волосы. А еще у нее есть корона золотого цвета. Но, кстати, если бы было бы у нее платье тоже золотое, то, мне кажется, смотрелось бы, ну, поинтереснее. Просто потому что на арте она именно в золотом наряде, а здесь именно такое розово-золотое. Ну да ладно, это не главное. Посмотрите, кстати, корона у нас закреплена по бокам. И забыла вам сказать, что у нас спереди есть еще челочка, тоже залаченная, которая прикрывает лоб куколки. По поводу макияжа. То есть, в принципе, он такой довольно минимальный. Глаза
чем-то немножко коричневеньким подведены и немножко разная рисовка. Посмотрите, у нее фиолетовые глазки. Обычно это редкость. Я вообще не помню, была ли у нас какая-нибудь кукла на обзоре, у которой были фиолетовые глаза. Такой довольно аккуратненький носик, румянец такой чуть-чуть, прям вот чуть-чуть на ее щечках, но зато посмотрите, какая улыбочка и прям розовенькая помада. Мне очень нравится, как на ней сочетается вот данный цвет. Я думаю, что они прям 100% попали с этим цветом в образ. Теперь поговорим про само платье. Оно именно золотисто-розового цвета, со вставочками голографичными вот сверху. Помните, у нас вставки были у Авроры такие, только на голубом и на розовом платье. Здесь та же самая имитация вот таких вот вставочек, а еще есть вставки, отходящие от талии, чем-то немножко напоминающие листики. Платье у нас поддерживается резиновыми лямочками. Корсет у нас такого золотого цвета с тоненькой-тоненькой золотой ниточкой. Есть с двух сторон узорчики, состоящие из серебристой нитки. И прям по всей длине этой нитки располагаются такой тоже розовые ниточки, но в форме косички заплетенной. Я сначала думала, что это одно цельное платье, но как оказалось, это именно корсет и юбка. Но здесь у нас есть механизм, и, к сожалению, мы не сможем снять платье, потому что сзади тут есть, да, часть для снимания, но при этом большая часть просто зашита. Это непонятно как-то странно. Давайте я вам сейчас это все покажу. Так, немножко крепим. То есть здесь есть предусмотрено то, что мы можем его снять, но при этом большая часть, она реально зашита ниточками. Как-то немножко странно, необычно. Зачем это сделано? Непонятно. Юбочка золотого цвета с золотистым орнаментом. Вы только посмотрите, какие здесь блесточки. И самое главное, они не осыпаются. Это очень хорошо. Вспомните случай с Тианой. Там прям блестки были по всему столу. И в центре, в данном случае, у нас золотистая вставка. Но чуть скоро мы посмотрим, как она меняется на голубой и розовый оттенки. Жалко, что орнамент у нас только с передней стороны. Можно было бы сделать, в принципе, его и сзади. А сзади просто розовая ткань. Рукавчики у нас довольно простые. Они тоже идут под цвет юбочки. Но внешняя часть рукава чуть длиннее, чем задняя. Туфельки у Авроры тоже золотистого цвета. С таким вот небольшим бантиком. Они очень красиво переливаются. Но в первый раз вижу, чтобы туфли не снимались. То есть они прям приделаны к кукле. Мы их не можем снять и никак переодеть. Я немножко даже в шоке. Вы думаете, что я забыла вам сказать про ожерелье, но вовсе не так. Когда мы будем менять ее платье, ожерелье будет загораться одним из трех цветов. То есть либо золотого, либо розового, либо голубого. И, конечно, тоже обидно то, что мы не можем его снять. То есть... ну как-то немножко хотелось бы что-то поиграть с ней, и на самом деле мы вообще никак этого почти не можем сделать, то есть не раздеть ее, не снять туфли, не снять ожерелье, только если корону. Механизм включается именно вот здесь, вот такая кнопочка, но она не включится, пока я не ставлю батарейку. А вот батареечка у нас вставляется в ногу кукле. Вы представляете? В ногу кукле. Это немножко, честно говоря, так смешно. Потому что, вы помните, наверное, мы смотрели с вами Гарри Поттера, и там механизм вставлялся ему в попу и в спину. А здесь в ногу, ну, хотя бы чуть-чуть немножко полегче. Так, давайте попробуем. Я вставила батарейки. Волшебная палочка наготове. И раз, два. Так, синенькая, смотрите, синенькие ожерелья у нас. Давайте снова попробуем. Раз, два. Уже розовенькая, и посмотрите, как она переливается, тоже голографичной тканью. Третий раз. Уже снова золотое! Вы посмотрите, на самом деле, я, честно говоря, думала, что как-то в палочке что-то есть, какой-нибудь, знаете, тоже, может, механизм, который при вот этом вот всем реагирует. То есть мы прикладываем, и она меняет. Но оказалось, нет. Все довольно просто. Мы нажимаем на кнопку, и она меняет. То есть вот, то есть по идее палочка нам не нужна. Вот давайте сейчас я покажу вам снова. Я нажимаю на кнопку, и у нас уже синенькая вставка вместо золотой. И подсвечивается ожерелье тоже синеньким.
нажимаю снова, и уже розовая. Ну, блин, зачем тогда вот палочка нужна? Вот я не понимаю. Она такая красивая, я думала, что как-то действует, потому что на инструкции было показано именно так, а оказалось, что нет. Я в печали. А думала, кнопочка просто включается, чтобы вот зажечь как раз механизм, который в палочке. Но не судьба. Так, давайте снова поменяем на желтенький. Оп! И, кстати, вы заметили, что здесь везде есть такая немножечко вставочка, такая музыкальная, да? По-моему, она одинаковая или она разная? Ну-ка, сейчас. А нет, слушайте, ставка реально разненькая. Чуть-чуть. Конечные ноты немножко изменены и звучат по-другому. На самом деле, я нашла применение этой палочки. Вот, смотрите. Кексик, ну давай, не позорь меня. О! Видите? Вот для чего нужна эта палочка, чтобы с котом играть. Смотрите, как ему сразу... Видите, как ему сразу понравились. Вот это действительно здорово. Вот это магия называется. Как вам вообще данная куколка, понравилась или нет? Лично я, наверное, ей поставлю оценку 8. Почему 8, объясню. Мне нравится механизм. То есть действительно интересно, такая игровая кукла. Довольно необычная. Тут есть волшебная палочка. То есть любой девочке очень бы понравилась данная кукла, что можно ей вот так вот менять ее центральную вставочку. Все-таки минус в том, что не снимаются туфли, не снимается ожерелье. Платье, ну тоже по идее можно снять, но тогда ты нарушишь механизм. А мне это, естественно, не нужно. В целом, кукла удалась. Я считаю, что кукла удалась, но все-таки вот из-за вот этих вот минусов и про обувку, и про ожерелье я поставлю ей 8 из 10. Конечно, из 10. Но она, девочка, будет жить в моей коллекции. Я очень рада, потому что считаю, что личико у нее действительно похоже именно как у Авроры. Поэтому добро пожаловать ко мне на полочку. А я прощаюсь с вами и говорю вам всего хорошего. Пока-пока!